Как заставить машину по-настоящему думать, а не просто подбирать слова? Оказывается, решение может быть на удивление простым, почти как в школе. Вот, смотрите, простая задачка. Ну, правда, элементарная арифметика, с которой справится любой школьник. А что, если дать ее одной из самых мощных языковых моделей в мире? И вот что поразительно, до недавнего времени многие крутые нейросети давали неправильный ответ. Они просто видели числа 23, 26 и как-то неверно их сопоставляли, получая в итоге 27. И это подводит нас к одной из главных проблем искусственного интеллекта. Чтобы разобраться, как эту проблему удалось таки взломать, мы заглянем в ключевое исследование, опубликованное командой из Google Research. Именно они предложили очень изящный метод, который все изменил. Итак, давайте разбираться. В чем вообще корень проблемы? Почему машины, которые могут писать код и стихи, вдруг спотыкаются на такой, казалось бы, простецкой логике? А все дело в их природе. По своей сути, языковая модель — это такой сверхмощный предсказатель следующего слова. Она не думает, как мы, а просто ищет наиболее вероятное продолжение текста. И когда задача требует нескольких шагов, модель пытается, скажем так, прыгнуть сразу к финишу, пропуская все промежуточные этапы. И простое увеличение мощности модели эту проблему не решало. И вот тут исследователям в голову пришла гениальная в своей простоте мысль. А что если не требовать от нейросети моментальный ответ, а попросить ее для начала показать ход своих мыслей? Именно эта идея не просто выдать результат, а объяснить, как ты к нему пришел, и стала основой нового революционного подхода. Цель была в том, чтобы заставить модель именно рассуждать, а не угадывать. Этот метод получил название Chain of Thought Prompting, или по-русски «промптинг по цепочке мыслей». Суть до смешного проста. В примерах, на которых мы обучаем модель, нужно показывать не просто связку вопрос-ответ, а всю логическую цепочку, которая к этому ответу приводит. Давайте просто посмотрим, как это выглядит на практике. Разница, она просто колоссальная. Вот слева старый подход. Модель видит вопрос и, бац, пытается сразу выдать ответ и ошибается. А справа наш новый метод. Модели показывают пример, где задача решается пошагово. Так, сначала было 23, потом вычли 20, получили 3, затем прибавили 6, и вот он ответ — 9. И что происходит? ИИ учится не самому ответу, а именно процессу, и внезапно все начинает получаться правильно. Ну хорошо, и насколько это все эффективно? Скажем так, результаты превзошли вообще все ожидания. Это был не просто шажок вперед, а настоящий прорыв. Вот, взгляните на график. Взяли сложный математический тест. При стандартном подходе всего 18% правильных ответов. То есть почти ничего. Но как только включили цепочку мыслей, точность взлетела до 57%. Это же гигантский скачок. Похоже, модель не просто стала чуть умнее, она как будто бы обрела новую способность. И вот тут самое интересное. Оказалось, что эта способность к рассуждению эмерджентная. Что это значит? А то, что она не появляется потихоньку, а как бы включается резким скачком, когда модель дорастает до огромного размера, где-то от 100 миллиардов параметров. Как будто количество переходит в качество. У нейросети вдруг хватает ресурсов, чтобы не просто угадывать, а выстраивать логику. А вот маленькие модели, даже если их учить по этому методу, на такой трюк просто не способны, мощности не хватает. Но было бы ошибкой думать, что все это только про математику. Вовсе нет. Сила этого метода оказалась куда шире. Оказалось, что тот же самый принцип отлично работает и на совершенно других задачах, например, на вопросах, требующих здравого смысла. Утонет ли груша в воде? Модель начинает рассуждать о плотности и дает верный ответ. Или, скажем, сложные задачки с датами. Или даже символьные головоломки, где нужно, например, взять последние буквы из слов и составить из них новое. Она учится делать это шаг за шагом. Так какой же из всего этого главный вывод? Давайте соберем все самое важное воедино. Итак, первое. Обычные нейросети плохо справляются с задачами в несколько шагов. Второе. Метод цепочки мыслей учит их рассуждать пошагово. Третье. Это дает просто драматический рост в решении сложных задач. И, может быть, самое главное, работа ИИ становится прозрачнее. Мы, наконец-то, видим, как он пришел к своему выводу, а значит, можем понять его логику и, если что, исправить. То есть, в сухом остатке мы получили вот что. Произошел переход от обучения ИИ, что отвечать, к обучению, как думать.
И вот этот, казалось бы, небольшой сдвиг в подходе на самом деле фундаментально меняет все, открывая для искусственного интеллекта совершенно новые возможности.